Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу о том, как отремонтировать вот такую плойку, которая поломалась у наших женщин. Она полностью не греет, вообще никаких признаков не придает. Фирма называется Леди. Очень простая китайская фирма. Поэтому попробуем ее отремонтировать. Для начала необходимо взять обычный мультиметр, электронный или механический, какой будет у вас. Поставить регулятор напряжения на измерение сопротивления. В данном случае короткое замыкание является нулем, а единица это бесконечность. Теперь необходимо проверить, есть ли короткое замыкание, потому что должно быть оно сопротивляться. Видно, что у нас замыкания нет, значит где-то сгорела спираль. Будем разбирать. Берем крестообразную отвертку и откручиваем болтик, который находится в торце плойки. Он здесь покрашен в красный цвет. Это, видимо, для того сделали китайцы, чтобы контролировать вскрытие плойки. Также здесь есть голограмма, защитная пломба, которая предостерегает от случайной разборки чужого человека. Но мы свои, поэтому берем и смело разбираем. Ножичком аккуратненько разрезаем. И раскалываем плойку с помощью ножа. Теперь снимаем скобу, которая соединяет две половинки и служит упором во время нагрева плойки на столе. После того, как сняли упор с корпуса, необходимо легким движением потянуть вперед плойку. И мы видим, что провод, один из проводов, который припаян к спирали, отвалился. Теперь необходимо добраться к этой спирали и припаять его обратно. Попробуем это сделать. Длинная часть. Теперь у нас легко выходит нагревательный элемент. Теперь необходимо припаять провод к нагревательному элементу. Здесь внутри видно, что один из проводков оторван, который находится здесь. Он окислился. Для того, чтобы его припаять, необходимо хорошенько его очистить от окислов с помощью ортофосфорной кислоты. Припаять при помощи паяльника, используя палочки для ушей и ортофосфорную кислоту, проведем снятие окислов с провода нагревательного элемента. Для этого окунаем палочку ушную в ортофосфорную кислоту и аккуратненько смачиваем провод нагревательного элемента. Видно, что он был зеленый. После обработки ортофосфорной кислоты стал черный. Значит, окисл снят. Теперь можно контрольно проверить сопротивление нашего нагревательного элемента. Для этого выставляем тестер на замер сопротивления и подключаем, подводим щупы к выводам нагревательного элемента. Видно, что сопротивление не равняется бесконечности, значит все у нас работает. Теперь необходимо припаять провод, который отпаялся, к нагревательному элементу. Для этого снимаем изоляцию из провода питания. Видно, что очень толстая изоляция, но провод питания тоненький. Теперь также смачиваем ортофосфорной кислотой вывод, для того, чтобы снять окисл провода.
И, используя канифоль и олово, проведем лужение провода. Опускаем жало паяльника в канифоль. Здесь уже у нас есть олово, видно на жале паяльника, и оно пристает хорошо к проводу. Теперь то же самое необходимо сделать с выводом нагревательного элемента. Хорошенько в канифоль пускаем и лудим вывод до блеска. Немножко плохо берется, но можно попробовать пару раз. Пока не получится блеска хорошего. Вот видно, что вывод нагревательного элемента заблестел. Теперь будем припаивать провод. Для этого делаем то же самое. Подносим провод к выводу и припаиваем. Здесь, конечно, тоненькая работа, аккуратно, неудобно, но попробуем. После того, как мы припаяли контакты нагревательного элемента, плойку собираем, прикручивая контрольный винт, крепящий нагревательную часть к ручке, и устанавливаем скобу упора, которая необходима для того, чтобы положить ее на стол или на другую поверхность. Теперь включаем розетку. Ощущается потепление плойки. Скоба прижимная работает. Значит, все мы сделали правильно. Вы посмотрели видео о том, как можно своими руками отремонтировать плойку, которая поломалась, даже китайского производства. Все можно сделать своими руками при наличии желания, умения и терпения. Вы были на канале Дело мастера боится. Подписывайтесь, смотрите все наши видео. Всем пока!